Привет, меня зовут Лена. Я готовлю полезные десерты без сахара. Сегодня я покажу вам, как приготовить дома вкуснейшие шоколадные конфеты. В их приготовлении нет абсолютно ничего сложного, но они очень необычные внутри. И на вкус просто потрясающие. Мои дорогие, я подготовила новый сборник с 15 вкуснейшими рецептами. Они идеально подходят для того, чтобы привыкнуть к натуральному, здоровому уровню сладости, причем сделать это легко из самых простых продуктов. Полное разнообразие – вафли, конфеты, батончики, торты, чизкейки, печенье и даже хлеб. Продукты для них можно купить в обычном магазине, а большая часть ингредиентов уже есть у вас дома. Во всех этих десертах нет даже подсластителей. Каково было мое удивление, когда моя 11-летняя дочь стала активно готовить эти десерты себе в школу и угощать подруг. А все потому, что многие из этих рецептов неприлично простые. Переходите по ссылке в описании и скачивайте книгу. Нам понадобится 170 грамм инжира и 50 грамм фиников. Это идеальная пропорция на мой вкус, но можно ее менять. Можно даже взять и только финики или только инжир 220 грамм. Чем больше фиников, тем слаще получатся конфеты. Заливаем сухофрукты кипятком и оставляем набухать на 10 минут. Также нам понадобится 300 грамм грецкого ореха. Вместо него можно использовать любые другие орехи. Наилучший вкус получается, если орешки слегка обжарены. Я всегда промываю, иногда замачиваю, а затем просушиваю и запекаю орехи в духовке до легкого подрумянивания. Соединяем в блендере грецкий орех, 30 грамм какао и буквально 1 грамм соли. Тщательно измельчаем все эти ингредиенты до состояния мелкой крошки. Пересыпаем примерно 280 грамм сухих ингредиентов для конфет, а 50 грамм оставляем на обсыпку. Когда инжир и финики размягчились в кипятке, сливаем с них воду. Из фиников вынимаем косточки. Инжир нарезаем на небольшие кусочки. Это не обязательно, но так блендеру будет проще измельчить. А мы можем проверить инжир на сохранность. Иногда у него встречается черная внутренность. Это значит, что сухофрукт испорчен и использовать его нельзя. Измельчаем все это в блендере до состояния пюре. Чем однороднее, тем лучше. Перекладываем это пюре к орехам. Тщательно размешиваем. Получается вот такая густая шоколадная масса. Она легко слепляется в единый комок, но при этом не слишком липнет к рукам. Если вдруг у вас масса более липкая, накройте ее пищевой пленкой и оставьте в холодильнике как минимум на 1 час. Формируем конфетки круглой формы. Они очень легко поддаются. У меня шарики примерно по 25 грамм. Самое то, чтобы насладиться вкусом. В качестве обсыпки я буду использовать оставшуюся крошку. Хотя это может быть что угодно, и просто дробленый орех, и просто какао, и кунжут, мак и так далее. Но вот эта обсыпка выглядит довольно оригинально, и при этом, как видите, мы очень легко ее сделали буквально в процессе приготовления конфет. Вот такие шоколадные конфетки получились. В них нет абсолютно ничего сложного. Ничего сверхъестественного, но, поверьте, они очень необычные внутри. Инжир содержит маленькие семечки, которые не измельчаются в блендере и остаются целыми. Они прикольно лопаются на зубах и дают такой эффект, знаете, как у воздушного риса, например. Но при этом супер полезные. Что уж говорить о вкусе, он нереальный. Шоколадный, с кислинкой, в меру сладкий, тут и грецкий орех, и инжир прослеживаются. Получилась очень гармоничная комбинация. При том, что готовятся конфеты быстро, просто, из доступных и полезных ингредиентов. Кто бы мог поверить? Приготовьте сами, и вы будете в приятном шоке. Спасибо за лайк, готовьте с удовольствием, готовьте красиво и радуйте своих родных и близких полезными десертами. Пока!